Всем привет! Сейчас я вам хотел показать еще одну вещь для GoPro. Приехала мне из Америки. Вот она. Значит, я здесь заказал вот такую присоску мощную, профессионального уровня на GoPro. GoPro у меня 11, для того, чтобы можно было крепить на корпус автомобиля, на крыло, на капот, еще там куда-то. Я использую оффроудовую машинку и иногда выезжаю на покатушки. Вот, поэтому хочу попробовать крепить GoPro именно на вот эту присоску. Так, сейчас я возьму нож, и мы попробуем вскрыть эту коробку и посмотреть, что там находится. Коробка, ну, написано, что GoPro, не знаю, насколько это оригинальный девайс. Думаю, что вряд ли оригинальный. Ну, посмотрим, как будет он у нас работать. Так, первым делом вытаскиваем присоску. Ничего себе, чашечка такая серьезная. Так, потом тут у нас что? Тут у нас все, больше ничего нет. Так, тоже все запечатано в картон, в обычный гарантийный лист. Здесь у нас нога дополнительная к ней. И тут у нас тоже должны быть дополнительные крепежи. Дополнительный крепеж. Как он достается, пока сказать не могу. Вот как. Без инженерных мыслей не обойтись. Вот так. И так он разворачивается. Вот так. Еще один крепеж и винт с углом. Так. Ну, это мы сразу убираем, потому что это нам уже ничего не нужно. Смотрим, как мы будем ее крепить. Значит, я так понимаю, что GoPro крепится два вида крепления. То есть первый вид крепления можно установить на GoPro сюда защелку, и она у нас будет просто вот так стоять, то есть на минимальном рычаге, на минимальной дистанции от поверхности, от присоски она будет стоять. И я думаю, что в таком варианте будет меньше вибрации, но будет больше, ну и соответственно, да, меньше, в таком варианте будет меньше вибраций и меньше, конечно, возможности поворачивать куда-то в какие-то направления. Ох, какой, прям такие щелчки хорошие, прям очень круто, очень классно. Ничего себе, я даже не фиксировал, она уже к столу приклеилась, хотя стол рифленый. Вот, попробуем. Ну, что-то не клеится. Ага. Ну-ка, смотрим. Не знаю, посмотрим сейчас. Пока не готов сказать, как она будет работать. Типа пресс нажать. Вот нажать и потом зафиксировать. Вот, все, можно стол поднимать. Ничего себе, круто. Вообще ее не сбить. Очень интересное решение техническое. Классно. Так, идем дальше. Почему? Что у нас здесь еще дополнительное? Дополнительно есть в наборе. А в наборе у нас есть дополнительная еще нога. Я так понимаю, что мы сейчас ее попробуем установить сюда.
Вот, она устанавливается у нас сюда. Так, где у нас квадратное это сечение? Ну, что-то не хочешь никак вставать. А, вот, все встало. Так. Это у нас еще дополнительная нога, куда мы можем также прикрепить камеру. Прикрепить под разным углом. То есть она у нас вот так вот будет. Понятно, да? Под разным углом мы можем камеру прикрепить. А можем прикрепить еще вот такой девайс, который здесь идет в комплекте. Вот так крепится она. А сюда мы сможем закрепить еще камеру. Вот, допустим, я отсюда винтик возьму, да, вот, допустим, вот таким способом мы сможем сюда закрепить еще камеру. Все, конечно, подходит, идеально. Ну, это система крепления GoPro, они ее разработали. Ну, тут, конечно, можно винт подлиннее поставить, чтобы он тут удобнее было закручивать. Можно еще дополнительный тут поставить, такой вертящийся. Ну, получается примерно что-то где-то так. Ставится оно так, написано пресс. Нажмите на кнопку. То есть мы сначала устанавливаем, нажимаем на кнопку, нажали, а потом лок, защелку закрываем, вот эту. И камера у нас настолько мощно стоит, что никуда она не денется. Тут можно стол вот так поднять. Очень классная штука, я очень доволен покупкой. Я думаю, что будут еще видео, которые я буду снимать с использованием вот этого крепления присоски. Очень-очень мощная присоска, классная. Всем рекомендую, всем советую. Все, суперская вещь. Не пожалел, что купил. Все, всем пока.